Просто надо теперь ее тащить. Вот смотрите, у нас третий день. Как мы будем папку прибивать. Да. Это костюм. Какой? Оскар. Мы сейчас будем ее теперь вагать. Как она меня убила. Как надо сразу ее свагать. Можно уйти. Тихо, она сюда. Она сюда идет. Тихо. Прячемся. Когда я скажу, давай, раз, два, три, морская фигура земли. Ты прячешься, знаешь, куда? Куда ты можешь спрятаться? Раз, два, три, морская фигура земли. Послушай, Юстина, у меня развалилась голова, я сейчас поставил их. Начало спектакля, поторопитесь, пожалуйста. 13 хотя бы без порядка. Пусть, если что, говорит погромче. Хорошо. Каждый раз, когда нам казалось, что ответ на вопрос найден, один из нас долго ждал шнурок. Я забыла свой текст. Что я там говорю? Падая медленно раскрывался. Человек с выражением сомнения на лице. Я сомневающийся. Говорил он нам. Я сомневаюсь в том, что работа, которую я сделал у вас столько дней, вам удалась. Если бы так красиво правда сказано бывает. Так, где она лагает? Я не могу ее найти. Там лагает. Ты здесь будь. Я ее за спиной. Набросил. И смотри, как я себе Ошибка Божьей благодати, один за всех и все за одного. Раз, два, три, с Богом! Кто мы? 81-й театральный сезон в Театре Ленсовета открыли громкой премьерой. «Кабаре Брехт» Юрия Бутусова – это спектакль, который нельзя не заметить. В постановке режиссер соединил творчество и биографию немецкого драматурга. Этот синтез превратился в эхо. Эхо, которое в спектакле из времени начала Второй мировой доносится до нашего времени. Добрый вечер и к главным новостям. Кривда уверенным шагом сегодня идет по земле. Кровопийцы устраиваются на тысячелетия. Насилие вещает, все пребудет навечно как есть. Человеческий голос не может пробиться сквозь свой власть имущих, и на каждом углу эксплуатация провозглашает. Я хозяйка теперь. Ну а угнетенные нынче толкуют. Нашим надеждам не сбыться больше никогда. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, draw the squad. Oh, draw the squad. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Сам режиссер утверждает, что не стремился провести какую-либо аналогию с современностью. Бертольд Брехт – один из любимых драматургов Юрия Бутусова. Для меня он прежде всего является поэтом, философом, человеком театра. Актеры, занятые в «Кабаре Брехт», очень молоды. Все они закончили театральную академию в этом году. Но талант от возраста не зависит. Просто так прохожий Не дает зрителю отвлечься ни на секунду. Ведь «Кабаре Брехт» – это не место действия, это жизнь. Это не страх или бред, ты не бойся, он хороший,
просто на нас нет. Внимание большинства критиков, Бертольд Брехт – это автор, который обращается к разуму человека. И вообще, долгие годы этот немецкий драматург был некой иконой советского политбюро, антифашист, не приемлющий буржуазные ценности. У Юрия Бутусова Брехт – это человек. Человек с большим сердцем, тонкий лирик, любящий жизнь и женщин. Эй, христиане, тает лед, спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте всем, пора в поход, кто жив и дышит на земле. Сегодня на международной конференции наше правительство сделало официальное заявление. Перед лицом всего цивилизованного мира мы протестуем против варварского поведения неприятеля, который вместо того, чтобы принять наши условия, подставляет своих женщин и детей под бомбы наших самолетов. Также было отмечено, вот доказательство того, что мы действительно не хотим войны. Мы воюем без объявления войны. Анна Жмаева, Карл Чапик, специально для Кабаре ВВ. Стой! Стой, 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 стой! Ну не говори 3, а то сам же потом пожалеешь. Слушайте, я вот что подумал, вы ведь если будете стрелять, вы же в меня попадете. Я осознаюсь. Я осознаюсь, что я не знаю, что со мной произошло, но я точно не тот человек, которого надо расстреливать. Я Бертольд Брехт, мой друг Курт Вайль, человек, чья музыка будет сегодня звучать на этой сцене, вот эти молодые актрисы и не менее молодые актеры, которые еще находятся за кулисами, и Юрий Николаевич Бутусов считаем, что театр – это хороший спорт, и сегодня здесь вы его получите. Наша цель такова, мы хотим, чтобы от удовольствия вам захотелось курить настолько, что вы начнете дымить прямо в зале, не дожидаясь антракта. Для нас это будет наивысший комплимент. Желаю всем нам хорошей работы. Solange Nabel im Stink doch mein und sie das eine Mathe ewig sein. Das sind wirklich jetzt ist wirklich was mein Pleite nennt. Dir als oberste Autorität nur eure Schmürien Gelder unerkannt sieht da nichts und nichts in der Überwelt. Ist das gleich Königin und Schaffen und ist das mit ihr über ihn was sprechen. Ich wollte eines hinter anderen laufen. Seine Männer, sie gleich wir rächen. Wollt ihr das eine Mathe? Бертольд Брехт говорит, что тот, что этот солдат, все едино. Так почти все говорят. Но Бертольд Брехт доказал, если очень хотят, то одного человека превратят в совершенно другого. Сегодня здесь будет человек переделан весь, разобран и собран без лишних затей, как машина из старых запасных частей. И тот, кого переделать сумели, будет средством, пригодным для всякой цели. Что дальше? После смерти? Ну да. А ты бы хотела, чтобы была следующая жизнь? Я думаю, она есть. Просто мы как бы... Ну, нам же никто, мы не рождаемся, и нам же не говорят, это твоя следующая жизнь. Мы же просто живем, и все. Ну, кто-то, не знаю, у меня все равно ощущение, что мы живем долго уже очень. Такое вот есть. У меня тоже часто такое бывает. Ну вот, например, мы с тобой встречались в прошлой жизни? Думаю, да. Интересно, кем мы друг другу были? Не знаю. Вот я не знаю.
раз, когда нам казалось, что ответ на вопрос найден, один из нас дергал за шнурок. Висевший на стене, свернутый в рулон, китайский экран, падая, медленно раскрывался. И на нас смотрел человек с выражением сомнения на лице. Я сомневающийся? Говорил он нам. Я сомневаюсь в том, что работа, которая съела у вас столько дней, вам удалась. В том, что сказанное вами само по себе могло бы кого-нибудь заинтересовать. В том, что вы выразились ясно и однозначно. Если вас не так поймут, ваша вина. То, что вы говорите, никуда не годится. Ваш труд оказался безжизненным. Находитесь ли вы действительно в потоке событий? Согласны ли вы с тем, что будет? А будете ли вы? А будете ли вы? А что это такое будет вообще? Дело достойно, они будут расстреляны за это злое дело, а их убийцы... Бог, Он знает, что Он делает. Мы тут подумали, надо позаботиться о вас. Я вам Библию принесла. Держите ее у себя, сколько вам будет угодно. Спасибо на добром слове, Вера Степановна. Библия – это, конечно, очень хорошая книга, но вы не обидитесь, если я не возьму ее у вас. Вы и теперь не переменили убеждений? Нет, Вера Степановна. И все еще считаете, что человеческий разум – это самое главное? А прошлой ночью вы ревели белугой. Я слышала через стену. Простите за беспокойство. Не извиняйтесь, я только хотела спросить. Плакали вы от разума? Нет. Вот видите? Нет, плакала я не от разума, а вот перестала плакать от разума. То, что сделал Павел, было правильно. Почему же его тогда расстреляли? Человеку Власова нужен Бог. Человек – игрушка судьбы. А мы говорим, судьба человека – это сам человек. А по-нашему, по-крестьянски не так. Знаете вы, что такое зеленя на полях? Молоко у вас только в бутылках на полках расставлено, корову вы даже и не видали. Посмотрел бы на вас, когда гром начинается, что для вас град? Понимаю. Тогда-то вы молитесь Богу, верно? Да. И ходите по весне с крестами, и служите молебны. Верно, верно. А гроза все-таки приходит, и выпадает град, и корова все-таки болеет. А нет ли у вас крестьян, застраховавшихся на случай неурожая и падежа? Не помогла молитва, поможет страховка. Значит, когда гроза собирается, незачем Богу молиться, нужно застраховаться. Страховка, она помогает. Очень, конечно, невыгодно Богу так терять свой вес, но можно надеяться, что скоро этот ваш Бог исчезнет над вашими полями, и вы выкинете его из головы. Когда я была совсем маленькой, все еще твердо верили, будто он сидит где-то на небе и похож на старичка. Затем в небе появились аэропланы, и в газетах стали печатать, что и в небеса все можно отмерить, и перестали говорить о Боге, который в небе. Зато стали говорить, что он что-то вроде воздуха, нигде, мол, и всюду в одно и то же время. Затем прочитали, из чего состоит воздух и всякие там газы, и Бога среди них не оказалось. Так он худел,
подтащал и вскоре совсем, можно сказать, улетучился. Теперь где-то пишут, что это вроде как умственное понятие, но это тоже что-то подозрительное. То есть вы считаете, что Бог не нужен, если о нем и вовсе забыли? Помните, Власова, Бог отнял у вас вашего сына. Скажите лучше царь. Царь его отнял. И я не забуду за что. Бог его отнял у вас, а не царь. Павел, мой сын, погиб не по какому-то там велению Господа Бога, а по вполне внятному велению царя. Либо ты за царя и за его победу, либо против него. Да, мы побеждаем, иначе нам и нельзя. Жрать нам нечего, но мы побеждаем. Победа или смерть, так и надо. Слышите, как звонят колокола? Ведь они трезвонят только о победе или о смерти. Вы все убийцы. Ни один зверь не отдает своих детенышей так, как делаете это вы. Без смысла, без разума, на злое дело. Стоило бы вырвать ваш чрево с корнем, да и сохнет оно, чтобы бесплодными стали вы. Вашим сынам не зачем возвращаться домой к таким-то матерям. Стреляем во имя слова дела, достойно они быть расстреляны за это злое дело. А их убийцы, вы... Брехта больше не будет. Это и в глобальном смысле, понимаешь? Я не боюсь умереть. Я боюсь, что он умрет, что Брехта больше не будет. А он-то жил потом еще, и нормально все было. Как ты вообще играл эту роль? Ты такой глупый. Как ты думаешь, Бог знает, что он делает? Ты издеваешься? Нет. Но мне кажется, что он иногда сам не знает. Ну, я не знаю, это странно как-то. Я никогда не думала о том, что Бог, он, типа, все знает. Мне кажется, он тоже немножко как человек. Тоже чего-то не знает. Дает когда-то какую-то свободу нам. Нет, мне кажется, знаешь, это как делать этюд, то, о чем мы сегодня разговаривали. Что если когда ты делаешь этюд, а внутри него ты знаешь, что тебе надо сделать, но ты можешь импровизировать. Наверное, это примерно такое ощущение. Но мне не очень приятно думать о том, что Бог знает каждый шаг, который я сделаю. Ты думаешь, что все предопределено? В какой-то мере, да. Ну, в какой-то мере. Мне кажется, это как... Конечно, как все делать... предопределено. Стою за письменным пультом. Вижу я через окно в саду моем куст бузины. Смешение черного с красным. И мне вспоминается вдруг куст бузины моей юности в Аугсбурге. Много минут я стою в самом серьезном раздумье. Пойти мне к столу за очками, чтобы еще раз увидеть черные ягоды на ярко-красных ветвях. Я знаю совершенно точно. По чистой случайности я пережил всех моих друзей. Но сегодня ночью во сне они сказали обо мне. Выживает сильнейший. И я себя возненавидел. Человек сидит в гриме, его пытается вывести пьяный чувак в ресторане в гриме. Это же история, она закончилась. Я
Предыдущий ресторан, что здесь было до этого? Что это такое? Почему здесь пьяница? Нет, я как бы... На самом деле, та именно сцена, которая здесь будет сейчас в начале, это конец. Ну так вот, почему тогда сейчас здесь бесклинно, скажите, пожалуйста. Погружаешься типа в сон. Типа, блядь, как скучно. Поднимайся. Как я как королю, только ноги можно целовать. Ну вот колени. Я хочу. Жесть такая, вот с таким как бы прям, как фанатики чокнутые, которые прям настолько чокнутые фанатики, что аж прям... Только не бей ее. Прямо замочили вообще своего бога, прямо залюбили. Король! 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 Мужик, стоящий подле моей особы, достойный мужик, величия моего. Свят, свят. Иисусе, свят, Иисусе мой, Иисусе мой, Иисусе, свят, свят, свят. Вот он, кровь моя, сын мой, потомок мой, что спас меня от тянутой свиньи. Мне кажется, слишком бытово. Здесь какая-то новая часть начинается. Король, 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 король. Все. И король теперь новое совершенно, новое положение вещей. А все потому, что Хенрик. Ну, то есть вообще, чтобы меня здесь не было, например, чтобы... Я по поводу лодки. Во-первых, у нас нет лодки. Какой свет локальный, что он такой какой-то прям, чтобы было пошире пространство. Сейчас как бы оно такое тупое, топорное, что прям можно же поменять прям как-то тотально. Может открыть эти самые занавески? Мне кажется, ну как бы столы это такая ебанутая бытовщина, что прям, ну, описывается. Разом просто привозят, все здесь перекочевёрнуло, и просто стало все прекрасные сады цветут, птицы поют, ходят стражники, какие-то там, какие-то карлики, гномы, великаны. Что надо, чтобы появился парашют? Какое-то что-то, какое-то средневековое, какая-то там такая деталька, и вот Хенрик куда-то уплыл. Какая разница, куда вообще, это совершенно не важно. Но ты должен быть в маске тогда в своей золотой. И в лодке в этой. Сейчас еще свет, смотри, вы же просто офигели. Все, мне уже надоело. Мне тоже! Что, может, есть время? А может есть время заняться нормальным делом? Какие? Аппликации? Ну ладно, ребят, давайте пройдем это тогда по содержанию вот этой сцены. Давайте. Давай. Б. Он неприкосновенный. Король.
у тебя бабка в короля превратился. Подожди, я тут не готов, простите. Вдох, я королева! Иисусе мой, Иисусе, свят, свят, свят! Имею в виду, типа, наоборот, что я была такая вся несчастная, немощная старик, а тут я резко стала. Ну да, если как вариант. Генрик, благодарю тебя и клятву верности твою. Я бы так и стремился я по знакам почитания. Вылез демон. Благодарю тебя, Генрик. Я наконец-то! Как истомился я по знакам почитания! Ну что, достойные мужи, стоящие подле моей особы, вяло как достойные мужи, стоящие подле моей особы, великие мужи величия моего, склонитесь головы в поклоне кротком, приветствуя этого принца Генри, что с войны вернулся из дальних стран. Господи Иисусе, свят, свят, свят! Вот он, сын мой, кровь моя, потомок мой наисвятейший, спас меня от едой дед. Вот, свинская свинья стоит, пристал ко мне и пальцем этим своим тронуть меня захотел, меня! Ребята, это ближе к золотому? Ближе, да. Может быть, разве что оставляем. Какой план завтрашней репетиции? 15-4. Мне бы хотелось завтра что-то по-актерски проверить, к сожалению. Ну, как бы это факт. Я придумать мало что могу, а вот сыграть могу что-нибудь. И мне бы очень хотелось это сделать. Потому что я считаю, что это несправедливо. Ты меня подставляешь как артистку, понимаешь? Ну, то есть, у меня даже зоны никакой нет. Но здесь же почему-то появляется канцлер, почему-то появляется королевство. Значит, мы об этом не говорили. Вот давайте поговорим об этом. Я выясняю у режиссера смысл своего нахождения здесь. Я тоже пытаюсь тебе помочь. Не надо, есть режиссер, пожалуйста, пусть он мне поможет. Мне очень приятно, когда все начинают меня режиссировать. Мне смысл не нужен. Важен смысл мой, вот больше не важно. Я не могу уснуть. Сыграй. Буду играть и плакать. Плакать. Как дура. Нельзя! Я. Ну я же понимаю, что я никогда не буду играть героиню. Почему? Но это очевидно, Сонь. Ну это странно. Не все же должны, не все же будут играть главные роли. Кто-то должен играть роли эпизодические. Ну вот я, видимо, одна из тех, кто будет всегда играть эпизоды.
Но главное, как? А если ты влюбляешься в него, как в мужчину, и чувствуешь от него то же самое, наверное, тогда получается какой-то вот... Ну а как? Ну, чтобы он пошел, я как охренела, и все, и случилось вот это вот... При такой обстановке тому, кто работает и борется изо дня в день, трудно к 40 годам сохранить себя чистеньким и трезвым. От всей души тебе желаю. Ты стоишь счастья. А я нудная, эпизодическое лицо. Дядя! Сцена. Платье. Нога. Туфли. Борода. Клей. Ус отклеился. Грим. Костюм. Крем-костюм. О, говорить надо так. Здравствуйте, сударыня. А еще? Окно. Выйти. Творить. Не получается. Театр. 2,5 часа провели вместе с нами. Актерами и актрисами эпического театра. Многие из вас за это время успели догадаться, что его основные приемы – это эффект отчуждения и зомби. Но если вы, наш дорогой зритель, до сих пор считаете, что у вас много общего с тем человеком, который этим вечером пошел в соседний театр созерцать драму, то вы ошибаетесь. Дело в том, что зритель драматического театра видит перед собой 2-3-часовой кусок из жизни каких-то людей, одолеваемых своими страстями. В таком театре, если актер делает все хорошо, тогда в голове у зрителя возникают примерно такие мысли. Я когда-то испытывал то же самое, чувствовал подобное, что я, что герой Шекспира или Чехова. Все мы когда-либо переживаем ненависть, ревность, страх, отчаяние, радость и, конечно же, любовь. Если герою захочется поплакать, я поплачу вместе с ним. Если ему захочется смеяться, я захохочу в унисон вместе с этим персонажем. Но сейчас, сегодня, вы все сидите в креслах моего театра, а поэтому послушайте, чего хочу я. Я хочу, чтобы вы видели перед собой не Г.Л.Г. или Мэки Ножа, а Никиту Волкова, не Пелагею Власову, а Веронику Фаворскую, не Маргарет Штеффель, а Тоню Сонину, не Бертольда Брехта, а человека, который в свои 26 лет старательно пытается найти во всем этом хоть какой-нибудь смысл. Если честно, вот это место, вот этот театр, вот эти люди, они меня до сих пор рвут на куски и доказывают мне, что я до сих пор не сдох. И я хочу, чтобы вы это почувствовали. Почувствовали, как мир, в котором я рос с каждым днем, все больше и больше ползет из-под моих ног. И все, что мне остается, это просто крик. Я хочу, чтобы вы тоже кричали. Кричали о том, что вот это вот давным-давно не Бутусов, а вот это вот не Брехт. Кричали о том, что мы слишком молоды для того, чтобы поднимать такие большие, серьезные темы. Кричали о том, что вы знаете, что такое настоящий театр, и что нам нужно ставить веселенькие спектакли. А потом я хочу, чтобы вы услышали свой крик в пустоте. И осознали, что в конце концов всем на всех плевать. Вы захлопали на реплику раньше. И через несколько секунд вы продолжите наблюдать за тем, как мы наполняем эту пустоту своей игрой.
что, я поздравляю вас. Поклонник. Один из моих поклонников. Один из миллиона. Здравствуйте. Что вас удивляет? Зачем людям прощаться? Почему люди не летают? Какая у вас любимая птица? Театр — это жизнь? Дурацкие, да, вопросы? Ну, нормальные, почему? Зачем человеку искусство? Ну, это единственное, что оправдывает его существование. Ну, как бы, собственно говоря, это и делает человека человеком. Ничего другого нет. Творчески взаимодействуем, и, кажется, возникает какое-то очень сильное чувство. Такая беда, да, для каждого из нас в нашей художественной реальности, возможно. Влюбиться влюбиться в другого художника и спалить все. Себя, его. Или испугаться этого и не пойти туда. Может, тогда какой-то длинный проход сделать первый отсюда, из двух дверей? А может, они играют на вход зрителей? Они сели. Вот мы им выставили какой-то такой свет. Они заиграли. Двери открылись, и зритель стал входить, как в кинотеатре. Мальчишки, играйте, давайте проверим, пойдете вы или нет. Миш, готов? Ну как они там смотрятся? Отлично! И вот, да, вот это самое главное, вот посмотрите друг на друга, прям смело, просто. Саш, ага, ну все, братцы, мы втроем теперь, не знаю, как будет. Саша, ты немножко пошевелись, пошелохайся, как бы. Ну все, братцы, я к вам притулился. Можно, то есть он ведь оробел, но понял, что вроде приняли, вроде свои.
Реально, ведь про это история-то. Про это история. Они ссорились. Это притча. А не про то, что чих-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 чих. Немножко слова, да? На эту секунду они вместе. Я вся тона жемчужной акварели, я слабый стебель ландыша лесного, я гибкость стройная, поникшей мягкой ели, я изморозь зари, мерцанье дна морского. Там, где фиалки и бледное золото скованы взору, там, где фиалки и бледное золото скованы взоре ударами молота, в старых церквах, где полет тишины полон сухим ароматом сосны, я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма, я шелест старины, скользящий мимо, я струйки белые, угаснувшей метели, я бледные тона жемчужной акварели. Я не мешаю? Муж и жена прожили жизнь и постарели. Хорошо, ты можешь это через письмо сделать. Ну, говорят, зачем? Кабаре Платона. Саша, у вас надежно у вас в этой мизансцене? Да. Все нормально, все надежно физически? Да. Мы играем на устойчивость. Гениально. Так дальше? С тех пор пенсионер начал служить. А его жена? А его жена понесла в себе ребенка. Вот сюжетное событие. Если я слова не услышу, то я не буду понимать дальше. Как у тебя сейчас в целом настроение? Настроение приподнятое. Кстати, это заметно. Спасибо. Ты выглядишь хорошо. Спасибо. И радостно. Спасибо, ты тоже. Спасибо. Ну, ты лучше. Ну, не факт. Просто мнение со стороны. Хорошо. Спасибо. Очень выразительно похоже. Это очень работает на это. Очень. Вот тогда придет истинное светопреставление. Песок, камни и звезды начнут двигаться и падать, потому что ураганная стихия любви войдет в них, и мир будет ураганом выть и гореть в тоске, в восторге, в смерти, в экстазе. Любовь, невозможность.
нас еще раз зовут, и мы бежим. Тогда мы в 12 идем на пресс-конференцию, в 12, а тогда здесь все собираемся в час. Что? У нас в 6 вечера завтра спектакль. Вера Петровна, завтра просто спектакль в 2 часа. Нет, а если бы ребят. мы утром пришли пораньше, Нет, я прогнали? категорически против. А вы бы... Нет, я категорически против. Ну, смотрите, спектакль А он здесь. мизантропный. Подождите, мы не знаем, мы сейчас чуть-чуть что-то поляпали, не знаем, что это будет, как, нам надо завтра это еще раз проверить. До 4 у нас будет прогон, да? Да, это фестивальный спектакль. На 20 минут будет задержана рассадка, потому что будут впускать и сажать зрителей и гостей. Ну, мне кажется, это несерьезно. Тем более это не финал Лиги Чемпионов, а всего лишь спектакль. Уже накатано у вас наработано, вы все знаете, и чуть-чуть не хватает здесь, сейчас друг с другом. Если вы не потеряете друг друга и будете двигаться по истории, зная, куда, к чему вы ведете, то все будет туда. Хорошо? Все понятно? Да. С Богом? Сейчас будем с Богом. Сейчас у вас вопросы есть? Сашка, даже не знаю. Делаем ставки. Да, я предлагаю сделать ставки. Разыгрываем бутылку вина. Я говорю, что будут аплодировать. Да? Ну я не думаю, что после нашего, потому что у нас нет паузы. После нашего никогда не аплодируют. Пусть будет любовь невозможность. Чем эта маленькая возможность жизни? Что с ним стало? Как это получается? По какому закону, по какому механизму мы влюбляемся в одного человека, а в другого не влюбляемся? Ну почему? Где это? Непонятно. Три богатыря. Поддержим вашу компанию. Три богатыря. Я все-таки... Пусть будет все, и любовь возможна. Пожалуйста, а то нам не кажется. Господа, дорогие мои, вам желаю любви. Давай тут вопрос Бутусову. Зачем людям прощаться? Ну, дурацкий вопрос, да? Прощания я думаю, что не существует, в принципе. Интересно. Очень.
Знаешь, вот это в фильмах есть души, которые человек умер, а душа еще не может улететь, потому что остались незавершенные какие-то дела. И мне кажется, что это неправильное вообще решение плыть по течению. И так нельзя вообще. Нужно, наверное, против течения плыть. Но тогда я должен бросить театр. Как я могу это сделать? Он говорит, а ты не можешь. Ты не можешь, так говорит, сделать, потому что ты работаешь в театре. Тебе тогда нужно отказаться от театра. То есть ты вернешься, ты уже не сможешь заниматься театром. Я еще не готов, мне кажется. Главное делать, что ты хочешь, потому что жизнь, она короткая. А я заметил, что очень многие проебы. Ты еще не умер, но ты уже все как бы. Так а чего ты сейчас-то хочешь? Я не знаю. Вот в том-то и дело, что случилось, что хотел, а дальше-то что? Случилось же все, что я хотел. Я могу быть сама не согласна с этим, но у меня есть ощущение, что это тупость. Спектакль будут делать командой, и делать новый спектакль с другими людьми у меня нет никакого желания. Думаешь, он согласится снимать спектакль, потому что... А мне плевать, что он согласится, я просто скажу, что не буду играть. Ну, ты не можешь так сказать, потому что ты работаешь в театре. Ну, значит, я уйду из театра. Cause never, since the middle summer spring, met one hill, in dale, forest or mead, by paved fountain, or by rushing brook, or in the beached margin of the sea, to dance our ringlets for the whistling wind. But with thy brows thou hast disturbed our spot. Therefore the winds, piping to us in vain, as in revenge have sucked up from the sea contagious fogs, which falling in the land have every pelting river made so proud that they has overborne their continents. The ox has therefore stretched his yoke in vain, the ploughman lost his sweat. The green corn has rotted ere his youth attained a beard. The fold stands empty in the drowned field, and crows are fatted by the marine flock. 9 man's morays is filled up with mud, and quaint mazes in wanton green, for lack of tread, are undistinguishable. The human mortals want their winter here. No night is now with him, or carol blessed. Therefore the moon, the governess of floods, pale in her anger, washes all the air that rheumatic diseases there above. And through all this distemperature, we see the seasons autumn, the spring, the summer, childing autumn, angry winter, change their wonted liveries, and mazed ward by their increase, now knows not which is which. And all this progeny of evils comes from our debate, from our dissension. We are their parents and the original. Ну, Влада, как дела? Так себе. Так себе? У меня тоже так себе. Который час? Без половины 6. Что люди говорят? Война идет, похоже? Похоже. А наверняка не знаешь? Что можно знать наверняка? Послушай, мне кажется, тут вообще никому нельзя верить. Все тут какое-то лживое и притворное. Краб сделал, грабли дал, грабли крабу, краб, все на граблями, краб, граб. Фараон, фаворит на сапфир, сменил нефрит, бе-бе-бе. Ладно.
Ну ладно, с ума посходили. Впрочем, как они могли посходить с ума, если все это мне только снится? И главное доказательство того, что их нет, это то, что я при них говорю о том, что их нет, и о том, что они только в моей голове. О, моя голова, я все время разговариваю сам с собой. Где я тебя люблю, бесшумно на небе белеют тучи, бесшумно вздрагивает ветер, год за годом рушится небо и вода, а на небе вдосталь туч, как и всегда, будут светлые деньги еще видны. Would you try these features from my junk? It was apple, apple, apple. It was apple, apple, apple jack. Oh, once you reach out for that boy, the devil's on your track. Now she had no suspicion of reptiles, so she thinking I took a small sup. And it goes down so fine when you're thirsty. She hangs on and tips the junk. It was apple, 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 come on girls. It was apple, apple, apple jack. Oh, once you reach out for that pussy, on your track. Я иду, я бегу, я дышу, я лечу, я учусь, я горжусь, я восхищаюсь, я чувствую, я уважаю, я ценю, я люблю, я не прощаюсь. Я расстаюсь. Я расстаюсь.
Душа. Живет. Дух. Вечен. Война. Не надо. Не надо войны. Кара. Гнев. Формальность. Клетка. Любовь. Какое-то такое чувство. Ой, оно очень сильное, да. Но оно такое, я бы не хотела его отмечать каким-то самым таким важным чувством. Нет, просто по силе оно сильное. Когда на Брехте с плакатами пришли зрители. Я помню вот такие моменты какие-то мощные, когда вдруг... I feel like I'm floating through existence. I feel like I'm living after time. I feel like I'm floating like the silence. Is that a crime? Давайте так, если у меня самолет не полетит, это не диагноз. Да. Так же. Вот туда же. Да. Здрасте. Про какую звезду? Про Старобольцева или его типа? Я чуть-чуть Like I'm waiting for tomorrow, while today waste away. It's not that I don't know, it's not that I can see, it's not that I haven't noticed, it's driving me insane. Я в формате поставлю на кулису. It's not that I can see, it's just the way I feel, just the way I feel like a child without a father. And mama tries, oh Lord knows mama tries. I feel like the world is on my shoulders. I wonder why, wonder why. I feel like I'm not the only one who's frustrated. I feel something's going wrong, I can't escape. I feel like the destination of those I'm meant to be the best. I am the hands of liars. Now the world is on fire. It's not that I don't know, it's not that I can see.
Большое молодцы. Если нет, значит нет. Вы должны Мы записывались все вместе. Нет, список предоставлен. Если вас нет в этом списке, вы либо помогаете, либо вы решили. Это сделает погоду, считаю, что 100 человек сейчас стоит в очереди. Нет, ребят, если вас нет, у нас все, у нас есть список. Посмотрим, на сегодня вот как отношусь. Нет, поговорить ни с кем не нужно. Так, любовь, мгновенно будто звук. Кратка, как сон, как призрак приходящий. Как молния среди глубокой ночи, она быстро мелькнет и озарит пред взорами небеса и землю. Но прежде чем успеет человек сказать, смотри, уж снова бездна мрака, все подносит. Как быстро исчезает все, что я. Не надо мне красивого надгробия, но если вам оно понадобится вдруг, то было бы хорошо, чтобы вы там написали. Он делал предложения, а мы их принимали. Такая надпись почтила бы нас всех. Прекрасно, еще раз. Он делал предложения, а мы их принимали. Такая надпись почтила бы нас всех. Единственное, что сейчас вас остановить, я ничего не помню, что не закрыл. Что-то остановился. Я думаю, что, может быть, у нас мало времени, надо входить сразу. Нет, ну ты же должна пройти свою ногу. Хорошо. Ну как? Сережа, почему ты сделал ударение на мне? Не надо мне! Почему мне? Неправильно, почему? Да, согласен. Не надо, как там? Надгробие, надгробие. Не надо надгробие? Ну, если мама надгробие, что значит, не надо мне? Это неправильно. Хорошо. Давайте, хорошо, поговорим. Since you came first to me, dear one, glad one, you bring all the worst to me. Near one, sad one, there's trouble when you come, and trouble when you laughter. There's trouble when you're going and crying after. Since you were near to me, lost one, mad one, no other is dear to me, loved one, mad one. I love your dark silence, love your bright laughter. I love the way you're going, the crying after. Trouble man, since you've been gone, somehow I manage living here alone. All day long you don't catch me weeping, but oh God help me when it comes time for sleeping, when it comes time for sleeping here alone. Trouble man walking out there, maybe strange town, God knows where, maybe strange place, hurrying and walking, little blood in my bones here talking, little blood in my hands and feet, find you out in a far strange street, find the footprints out where you run, asking now to coming home, trouble man, trouble man, trouble man, trouble man, trouble
But oh God, help me when it comes time for sleeping. When it comes time for sleeping here. Hello, trouble man, trouble man. А люди летают. Сцена — это же черный квадрат. Значит, сцена — это космос. Не иметь границ. Кланяйтесь весь. Ну что такое? Ну вы знаете, что я терпеть не могу, как вот это разгильдяйство. Это отец по Максиму. Это опасно. Театр — это жизнь? Нет. Нет, конечно. Нет. Алло, да, громко, что? Я не слышу, что еще раз? Удалось, все в порядке, 2 места на мою фамилию. Но... Да, не бросай. Вчера у Лиды Везякиной вчера был юбилей, 75 лет. Иди, я тебе песню хорошую свою. Это святых выноси. Я поступил так, как считал нужным, надеялся на другой ход событий. Но вышло так. Это дело прошлое, но, наверное, нужно это сказать. Всегда говорите, что думаете, ничего не бойтесь. Это всегда лучше, чем прятать голову в песок. Это типа мое завещание. Все, что произошло в том числе, потому что существует спектакль «Кабаре Брак». И это означает одно: он прекрасный, честный, страстный, бескомпромиссный, немного наивный, но это и есть его сила. Таких спектаклей мало, очень. У него всегда был настоящий художественный успех. Не картонный, не развлекательно лживый, а подлинный, помноженный на вашу молодость и смелость. Кабаре сформировало вас как людей, имеющих свое мнение и не боящихся это мнение высказывать вслух. Есть объективные причины снятия спектакля, дети, новые интересы, ваше развитие и так далее. Но, конечно, не случайно, что этот наш спектакль уходит из репертуара первым. В жизни, в глобальном смысле, никогда ничто не происходит случайно. У нашего спектакля есть свое лицо, понятно, что это всегда вызывает раздражение.
И многие, очень многие сегодня вздохнут спокойнее. Ненавидеть и уничтожать всегда легче, чем любить или уметь помогать талантливым людям. У нас были минуты, часы, дни радости и настоящей работы. Спасибо вам. Желаю вам ни покоя, страшных творческих мучений, ошибок и сил, чтобы это пройти. ПС, а сегодня всем можно напиться. Но это после спектакля. Когда-то должен наступить. У меня руки вспотели. Ошибка Божья, благодать, один за всех и все за одно. Раз, два, три, с Богом! Кто мы? Тигры! Про щеглов знаешь информацию? Нет. Щеглы 99% жизни проводят в воздухе, потому что у них очень маленькие лапы, и они не умеют ходить на них. То есть у них лапы только для того, чтобы цепляться за что-то. Ну, то есть он может передышку какую-то сделать, но он на одном месте. Вот. 99% в воздухе. Жизни. Да, он даже спит, знаешь как? Как? Он поднимается наверх на 30 километров и засыпает, да. И пока он 30 километров вниз летит, он спит. За километр у него срабатывает будильник, и он... А как срабатывает будильник? Ну, такой щегловский обычный будильник. Ну, 99% в воздухе это стоит того больше, да. Всюду бегут дороги, всюду бегут дороги, по лесу, по пустыне, в ранний поздний час. Люди по ним ходят, люди по ним ходят, ходят по ним дороги в ранний поздний час. Топчут песок и глину, топчут песок и глину,
Страннические ноги топчут кремень и грязь. Кто на ветру боги, кто на ветру боги, всяко на большой дороге переодетый князь. Так по земной пустыне, так по земной пустыне, кинув земную пажить и сторонясь жилья, нищенствуют и княжат, нищенствуют и княжат, каторжные княгини, каторжные князья. Вот и сошлись дороги, вот и сошлись дороги, вот мы и сшиблись клином. Темен, ох, темен час. Это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою каторжная сошлась. Что ж поцелуй в губы, что ж поцелуй в губы, если тебя, любый, Бог от меня не спас. Всех по одной дороге, всех по одной дороге поволоку до дороги в ранний или поздний час. Всюду бегут дороги, всюду бегут дороги, всюду бегут